from here and now, at this point, I can realize that I must have had some blessing from Krishna, from Guru, in my previous lives, because at a very young age I realized I need to find my master and I need to spend this life for higher purpose. С точки зрения сейчас, с той позиции, в которой я сейчас, я прекрасно понимаю, что на меня снизошло какое-то благословение, милость Кришны и Гуру из моих прежних жизней, говорит Бхакти Лалита, потому что в очень раннем возрасте я осознала, что мне надо найти своего учителя, мне надо посвятить свою жизнь какой-то высшей цели. Because in reality, whether we realize it or know it or not, we're eternal, we're soul. And just as we are existing today, so have we existed in the past, and so we will continue to exist in the future. Потому что в реальности, осознаем мы это или нет, но мы вечны, мы являемся душой, которая существует сейчас, существовала ранее и будет существовать после. So we have a history behind us, we have a future ahead, and we come to this life and we have some blueprint, some karma, some history from our previous lives. У нас есть история за нашими плечами, есть будущее впереди, и в эту жизнь мы приходим, в этот мир мы приходим с определенным планом, схемой намеченной и с определенной кармой из прошлых воплощений, которая также повлияет на нашу жизнь сейчас. And we're picking up from where we left off. И мы начинаем с того места, где мы остановились в прошлой жизни. And at a very young age, I came across the devotees. My father lived on Venice Beach, California, where every year they have the Rath Yatra. And I was 8 years old and met the devotees on my way to the ocean. И в очень юном возрасте Бхакти Лалите посчастливилось встретиться с преданными. Ее отец жил, они с отцом жили рядом Венес-Бич в Калифорнии, и именно там преданные проводили Радха-ятру. И она встретила их, ей было 8 лет, когда она шла просто на пляж. And remember seeing Jagannath and Subhadra, Baladev, and an unforgettable moment was seeing Prabhupada's murti, because he was so lifelike. И она запомнила вот этот момент, когда она увидела божеств, образы божеств, которые участвовали в шествии с Джаганата, Субхадра, Баладев. И больше всего самое яркое впечатление на нее произвело Prabhupada's murti was very lifelike, and I was very captured. Очень правдоподобное изображение Прабхупады, то есть фигура была настолько, как будто живая, и она, когда увидела, то есть вот это ее больше всего впечатлило. And I asked one of the devotees, "Who is that man? Is he alive, or is that a statue?" And they told me, he's our guru, our master, teaching us about spiritual things. И она спросила одного из преданных, кто этот человек, кто этот мужчина, это живой человек или это статуя, что это? И ей ответили, что это наш гуру, он дает нам ответы, учит нас, наставляет в вопросах духовной жизни. And I remember thinking, I need one of those. И она тогда подумала, мне нужен один такой. And I asked my mother, father, teachers, friends, who is God? Why are we here? What is the purpose to all of this? И тогда она спрашивала у маму, папу, учителей, у друзей, то есть кто такой Бог, зачем мы здесь, в чем смысл жизни. And nobody knew. И никто не знал. So I was like, what's with you people? И тогда она спрашивала, что с вами люди? I'm gonna find out. Я выясню, я узнаю ответ.
And so it was no surprise to my family when at a young age I left home and went to India and found my guru in Navadvip, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. И поэтому для ее семьи это не было сюрпризом, когда в молодом возрасте она уехала в Индию, чтобы искать гуру, и она его нашла, Шрила Бхакти Дев Госвами. Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж. So at like 19 I was pretty much finished with this worldly experience in material life. I just figured what it was about and the limitations and what to expect and experienced a little bit of it and then was ready for something higher, something greater and needed those answers to all my questions. Поэтому получилось, что к 19 годам она уже поняла, в принципе, все про каждодневную такую жизнь, ее ограничения, ее принципы, как все устроено. И она поняла, что ей нужны ответы на ее вопросы о более высоком предназначении, о более высокой духовной жизни. And I did study Christianity and Buddhism and all the different philosophies that interested me. I did a study on all of them in my own way, in my personal way, looking for substance and internal satisfaction. И она изучала и христианство, и буддизм, и другие философии в поисках этих ответов на волнующие вопросы, своим образом переживая, ища содержание, которое бы ее внутри, так сказать, удовлетворило, то есть успокоило, как-то вот ответила на все вопросы. And I found something good in all of them. И хорошее она нашла в каждой из этих философий. Our Srila Gurudev says all religion is uplifting humanity. Шрила Гурудев говорит, что все религии поднимают, вдохновляют человечество, делают его лучше. Trying to take humans from down to up. Пытаясь людей, человечество поднять с более низшего уровня на более высокий. So I could appreciate all the good things that I was coming across, but I could also see there's some gradation, some like sub-religion, some higher and lower degrees of qualification. И она видела хорошее в каждой из религий, в каждой из философий, но тем не менее она замечала, что есть некая градация между ними, то есть есть какие-то как подрелигии, есть какие-то более высокие, дающие более высокие знания, и тем не менее на все вопросы ни в одной из философий она не находила ответ. Like school, like first grade, second grade, there's some gradation in conception in the different religious systems and beliefs. Она обнаружила, что в разных религиозных системах получается градация, как в школе, то есть первый класс, второй класс, третий класс по концепции. And I was looking for something 24/7 that I can exclusively dedicate myself to, and I needed details and full information about where is God, what is His name, what's His personality, where does He live, who are His associates. А ей хотелось найти что-то такое, чему можно было посвятить себя 24 часа 7 дней в неделю, что отвечало бы на все вопросы и задействовало тебя полностью. То есть ей хотелось узнать все про Бога. Кто Он такой, где Он живет, какова Его личность, с кем Он общается, каково Его окружение. What are His qualities, what does He do? Какие Его качества, чем Он занимается. And nowhere can you find that except within the Vedic culture, of Vaishnava culture, the original culture of India. И нигде нельзя вот полного такого описания, полной информации такой найти, кроме как в ведической культуре
истинной культуре Индии. Who is it, Mark Twain, who said of India is the only millionaire when it comes to religion? Кажется, Марк Твен сказал, что Индия единственный миллионер, если это касается религии. Full details. What does he look like? Who are his friends? Who is his better half? Детализированное. В ведической культуре дается детализированное описание Господа, как он выглядит, кто его друзья, кто является его лучшей половиной. God has a better half. И само вот это вот понятие, что у Бога есть лучшая половина. And elaborate descriptions of his pastimes and his associates and how to find him. И также дается подробное описание его занятий, его времяпрепровождений, его друзей, тех, с кем он общается и с кем он живет рядом. И также дается информация и учение о том, как найти его. And all this information is not created by some imperfect speculation. It's called amnaya. It's revealed into this world from that higher perfect world. It's coming down and revealed into this world through divine agency. И вся эта информация, она, так сказать, передана, обобщена не субъективным, то есть не людьми создана и придумана, а она называется амная. Это то, что из высшего мира, из божественного мира совершенного снисходит, открывает само себя через божественных посредников. So I felt like a millionaire when I came across the Bhagavad Gita and the Vaishnava scriptures and the Vaishnavas, and then going to India to meet my guru. И когда она наткнулась на знания о вайшнавизме, встретилась с вайшнавами, она почувствовала себя миллионером. Вот именно на этом пути, когда она отправилась в Индию искать своего гуру. Really, my heart was taking me everywhere. И можно сказать, что это ее сердце вело ее везде. То есть она следовала своему сердцу. I saw a picture of my guru, and I heard his voice on audio recordings, and I read some of his books, and my heart was attracted. Она увидела изображение, фотографию своего гуру, услышала его голос на аудиозаписи, прочитала книги и вот почувствовала сердцем притяжение, то есть вот какую-то тягу к этой личности. This was 1991. I got on a plane, I went to India, and I met Madhusudan Maharaj in Calcutta. И это было в 91 году. Она взяла билет на самолет, отправилась в Индию и в Калькутте встретила Мадхусудана Махараджа. Because that was my job to meet the devotees. Потому что на тот момент его заданием, его служением было встречать новых преданных. And to bring them to Srila Govinda Maharaj. И приводить их к Шрила Говинде Махараджу. Srila Madhusudan Maharaj is like the guardian of all pilgrims coming from different parts of the world, receiving them and taking care, and all of us have received his gracious hospitality and guidance. We're ever grateful for him. Шрила Мадхусудан Махарадж был опекуном всех странников, всех путешественников, которые приезжали в Индию, в тот ашрам, и он обо всех очень тепло заботился, чтобы все были накормлены, доставлены куда надо, встречены вовремя. Поэтому Бхакти Лалита очень сердечно благодарит его до сих пор. So, Madhusudan Maharaj, that time he was Mahananda Prabhu. He's like, let's go on the bus and get on the bus, and if you want breakfast, all you have to do is put your hand outside the window and throw some money, and teaching me about how to travel in India. I had to learn quickly. I'm sorry, Mahananda. В то время он еще... В то
время Мадхусудан Махарадж был еще просто Махананда Прабху, и он давал сразу четкие указания. Садимся в автобус, если хотите завтрак, просто протягивайте руку в окно, кидаете какую-то денежку. То есть обучал, как путешествовать в Индии, чтобы сразу было все понятно и спокойно. And we happened to arrive at a very auspicious moment in Navadvip, is the holy land where Chaitanya Mahaprabhu appeared, where our main mott is. We arrived at a very special moment. И они тогда приехали в Навадвип, в священное место, где находится главный храм в этой нашей философии, так сказать, нашего учения, в очень важный и такой значимый момент. Maybe you don't remember, but it was. I'm sitting here trying to remember this. Мадхусудан Махарадж пытается вспомнить, что это This было. was my I'm listening, I first. want to know. This was my first moment in Navadvip. As we walked in the gates, the flood waters, because our temple is right on the banks of the Ganges, and that year was a big flood, and the river went into the temple, and the deities, our altar deities, had to go upstairs in a higher tier for safety from the flood waters. So as we were entering, they were being brought down from up to down. Krishna, Radharani, Mahaprabhu, the whole altar was coming down the stairs when we came. То есть, когда они приехали, Мадхусудан Махарадж пытался вспомнить, а у Бхакти Лалиты это был первый ее момент в Навадвипе, поэтому она очень ярко это помнит. Храм в Навадвипе находится на самом берегу реки Ганги, и в тот год было большое... Воды очень сильно поднялись, и... И вода затопила храм, то есть первый этаж, а на первом этаже находится алтарь с божествами Кришна, Радхарани и Чайтанья Махапрабху. Изображены вот эти божества, и чтобы их спасти, их подняли на какое-то время на второй этаж. И в тот момент, когда вот Бхакти Лалита и Мадхусудан Махарадж прибыли в Навадвип, в храм, их как раз сносили обратно, то есть со второго этажа на первый, обратно на алтарь, то есть такая встреча произошла. And our Gurudev Srila Govinda Maharaj was standing, watching and making sure that everything was going nicely for the deities to come back on their main altar. And I saw him for the first time. И тогда она впервые увидела своего гуру, который стоял и смотрел, следил, чтобы божества были в целости и безопасности доставлены обратно на алтарь. То есть следил, чтобы все прошло как надо, и тогда вот она его увидела впервые. And my heart said, "This is my real father, my spiritual father." И в сердце она почувствовала, что это мой настоящий отец, это мой духовный отец. And I got to meet him later, and he taught me, our very first meeting, he taught me about karma, action and reaction in this world. И позже у них была встреча, они познакомились, и в самую первую встречу он объяснил ей о карме, рассказал о действии и реакции, как это происходит. He asked me, "You want to marry or you want to fully dedicate yourself in spiritual life?" Он спросил, ты хочешь замуж или ты хочешь полностью себя посвятить духовной жизни? And I said, "No, I want to live full-time in spiritual life." И я сказала, нет, я хочу полностью в духовности Came жить. here for this purpose. I have no time for family life. Я приехала именно с этой целью, у меня нет времени на семейную жизнь. And he said, "Good, because if you give birth, you will have to take another birth." Он сказал, хорошо, потому что если ты родишь ребенка, тогда тебе надо будет родиться еще раз. So I learned even giving birth means there's a reaction to that you will have to again. То есть карма как реакция на какое-то действие применима даже к рождению ребенка. То есть если ты рождаешь ребенка, тебе придется родиться, воплотиться еще раз в следующей жизни. And he always had a preference for
devotees just, life is very short, and use it for your spiritual and God realization, realization of the soul, and service to Guru and Krishna. Spend it that way. That was his preference and emphasis. И он всегда делал акцент на том, что жизнь коротка, поэтому надо выбирать вот эту высшую цель, осознать себя как душу, осознать Господа, осознать, что важно служение, посвятить себя служению Господу. So I was very happy with meeting him, and then some days were passing, but I felt like a bee on the outside of the honey bottle, looking inside. И она была очень рада, что она его наконец-то встретила. Прошло какое-то время, несколько дней, и вот в эти дни она чувствовала себя как пчелка, но за пределами улья, то есть она все время как бы вот смотрела вовнутрь, но еще не была. It's because I hadn't received formal connection. I hadn't received the holy name of Krishna, and I was just coming for the first time as a visitor. И это было потому, что она не получила официальную связь, официальное посвящение, не получила имя Кришны, и то есть она была еще посетителем, гостем, первый раз прибыв туда. So I think I asked Madhusudan Maharaj, I think I need initiation because I want inside that honey bottle. И кажется, Лалита говорит, что, кажется, я спросила Мадхусудана Махараджа, что мне кажется, мне нужна инициация, потому что я хочу вовнутрь, я хочу быть у самого источника, быть в центре всего этого. And next day he was at my door. Get ready, you have 15 minutes. На следующее утро он был у ее дверей. Готовься, у тебя 15 минут. And what about my offering plate and my new sari and everything he arranged? И она волновалась, а как же моя тарелка с подношением, моя новая сари, ничего не готово, а все было готово. Мадхусудан Махарадж позаботился. So I quickly got ready and went and received the holy name of Krishna, and the Bhakti Lata Bij, the seed of devotion, is given to us at the time of initiation. We hear from our spiritual master the holy name of Krishna, and it's planted in our hearts. И она собралась и пошла и получать инициацию. Она получила святое имя Кришны, и когда во время инициации ученик слышит святое имя Кришны от своего учителя, то, так сказать, семечко, семя веры, оно посажено в его сердце, и теперь его задача взращивать его служение. And that time also we receive our devotee name, a Vaishnava name. И также во время инициации преданный получает вайшнавское имя. And the funny thing was, I knew my name was going to be Lalita. Самое смешное, что она знала, что ее имя будет Лалита. Because I liked her very much. Потому что ей она нравилась. Это... She's one of the associates of Radha and Krishna, and she's very strong. Лалита — это одна из спутниц, приближенных Кришны и Радхарани, и она очень сильная. She has a little aggressive nature. И немножко агрессивная по природе. Sometimes chastising Krishna. Иногда она даже может отругать самого Кришну. Some real strong character was very attractive. I liked her personality and what I heard about her. И вот такая сильная личность, такой персонаж очень привлекал Бхакти Лалиту, поэтому она подразумевала, что ее имя будет такое. And I heard about her for years as I was reading about the books and visiting temples. And I stayed in one devotee's house that had Radha Krishna Mahaprabhu and 30 gopi deities that came from Prabhupada's Japanese temple. И многие годы она, пока читала, слушала лекции, она слышала именно о Лалите, об этом
об этой личности, и, то есть всегда она как-то была рядом, даже когда она жила в доме одного из преданных, у него на алтаре были изображения Кришны, Радхарани, Махапрабху и 30 гопи, то есть служанок Кришны и Радхарани в том числе. Srila Prabhupada installed those deities in Japan, but that temple closed and they moved to the city where I was living, and I stayed in that temple for a little while. То есть это было в одном храме, в который эти божества переехали. Прабхупад установил их в храме в Японии, но храм закрылся, и вот они переехали в тот храм, где оказалась потом Бхакти Лалита. And in that temple room, I'd sit in right where Lalita Devi was, like, you're the one. I felt more attracted to her than Radha Krishna Mahaprabhu. She was the one. И в этом храме она всегда садилась именно напротив вот этой служанки, этой гопи Лалиты. И она была к ней, то есть тяга, привлекательность ее была даже больше, чем Радхи и Кришны. То есть она говорила, ты мой босс, ты мой наставник. Вот, и она думала, что может быть когда-нибудь я получу ее имя. And then when our Gurudev was giving the beads to me, he said, your devotee name will be Lalita Devi Даси. И когда ее гуру давал ей четки, то он сказал, твое имя будет Лалита Деви Даси. And I thought, of course. I mean, и она ответила, ну конечно. Later the Bhakti came with the saffron. That happened like 3 years later. Bhakti was added to my name. А позже, где-то через 3 года, Бхакти ей дали еще как статусное такое, присоединили к имени вместе с шафрановыми одеждами. So that was the history and the meeting, and since then I'm just trying to humbly serve him and please him, and had the great fortune of staying with him almost 18 years in India. И это вкратце история, и как я встретила гуру. И с тех пор Бхакти Лалита пытается просто смиренно служить своему гуру, и ей посчастливилось быть с ним на протяжении 18 лет в Индии. And I wouldn't have made it without this one next to me. И она говорит, что who guided me the entire way. This is the kindness of the devotees. И она говорит, что она бы ни за что не справилась, если бы не Мадхусудан Махарадж. Мадхусудан Махарадж говорит, вот так проявляется доброта и привязанность преданных. He's like my spiritual uncle and guardian. Бхакти Лалита говорит, что Мадхусудан Махарадж, как ее духовный дядя, охраняет ее, опекает всегда. When I received the invitation to come here to Riga with Madhusudan Maharaj, how could I say no? Когда она получила приглашение приехать сюда в Ригу с Мадхусуданом Махараджем, как она могла ответить нет? This is my first visit, and so beautiful and happy and perfect. Это первый визит, и очень красивый, счастливый и идеальный, говорит Бхакти Лалита. We're loving it here. Ему здесь нравится. One thing we were told that the topic of this meeting is Bhakti Yoga in the modern world. Было заявлено, что тема бхакти-йога в современном мире в сегодняшнем Everything встрече. Maharaj is talking about was as it sprung out from the spiritual world and revealed and descended into this world. It's a timeless truth. Но все то, что говорил Мадхусудан Махарадж, вот как оно проявилось из духовного мира в материальный, с тех самых пор это является безвременной истиной вне времени. It's beyond time and space. Это за границами времени и пространства. What was true from time immemorial, from eternal time, billions of years, beyond our imagination. We can't understand how old
ancient this is, how original it is. As it was true then, it's all of it's still true today. И так же, как вот это было верным, это было истиной миллионы, миллиарды лет, даже вот за пределами нашего понимания времени, так это и является истиной сейчас. Some of the pastimes we hear about Lord Nrsimhadev and Vamanadev, the different avatars, sometimes there's different versions of it. И в Писаниях мы слышим описание многих аватаров Господа, Ваманадев, которые были до него и после. Иногда различаются описания, но And some of them are coming from the Puranas, which are some very, very ancient scriptures of India that are so old, they date back from other creations. И некоторые из них даже берут начало из Пуран. Пураны — это очень древние писания индийские, которые берут начало из других предыдущих эпох, предыдущих вселенных, можно даже So when the Lord incarnated in all these different avatars, sometimes his it's in a cyclic way, like a cycle, and sometimes in different appearances, some different things happen. И воплощения Господа описаны как циклы, но некоторые происшествия, некоторые моменты могут быть описаны по-разному, какие-то происшествия, какие-то ситуации. So it's inconceivable to us who are navigating in the material world of time and space. И для нас, кто живет в материальном мире времени и пространства, нам это очень сложно и воспринять, и понять. But all of this is beyond that. Но знание, которое передается, оно все вне этих концепций. So it's always good to keep in mind there's so much more than meets the eye, and this is such an we're dealing with infinite subject matter. И всегда всегда полезно помнить, что существует намного больше, чем мы можем видеть глазами, что мы имеем дело с бесконечной личностью, с вечной личностью. So what was true from other creations is still true and living and real and applicable in this modern day and age. И то, что было верно в предыдущих вселенных, в предыдущих мирах, оно до сих пор является истиной и сейчас применимо в нашей современной жизни. So it's very vast, very deep, and our grandfather Guru and the Guru Madhusudan Maharaj says, dive deep into reality, and it's a beautiful thing. It's reality, the beautiful. И это прекрасная реальность, это глубокая реальность, очень обширная. И Шрила Шридхар Махарадж, наш дедушка гуру Мадхусудана Махараджа, он всегда говорил: ныряйте глубоко в реальность. Dive deep into reality. He says how it's, Srila Sri Maharaj explains, this is our birthright. It's already within us. We just need to unearth it. We need to eliminate our mental and physical encasements and dive deep and come in touch with the Lord in the heart and this gift we have that's coming from the Lord. И Шрила Шридхар Махарадж говорил, что вот это соприкосновение с этой прекрасной реальностью, соприкосновение с Господом,
открытие своего сердца — это наше право по рождению. Мы каждый рождены с этим знанием внутри, с возможностью понять и принять эту реальность. Нам только надо каждому избавиться от своих физических и ментальных предубеждений, ограничений и открыться. He says we're all children of nectar. We're not members of the mortal, material, mundane world of exploitation. Он говорил также, Шрила Шридхар Махарадж, что мы все дети нектара, мы не являемся членами материального общества, где все друг друга используют. We're meant for nectar, and that's what we are all seeking here is that nectar, but we're looking in all the wrong places in the material world. Мы все рождены для нектара, мы все рождены для вот этого волшебного места, чтобы быть там. Но и мы все его ищем, эту любовь, эту привязанность, эту радость, но смотрим, к сожалению, во все неправильные направления. So this was, as it is true now, it was true in the past, and it will be true in the future in this experience. И то, что правда является истиной сейчас, то было истина и в прошлом, и будет истина в будущем. То есть оно превосходит и время, и место. Happiness and fulfillment and love can never come from mortal things. Счастье и наполненность, любовь, она никогда не может полноценно прийти от материальных, временных вещей. So let's not waste our time, our energy, and our precious lives trying to find it in the mortal world. Поэтому не стоит тратить свою ценную энергию, силы, свою ценную жизнь на то, чтобы искать эти чудесные вещи в материальном мире. We're all living under a spell, and there's a very powerful goddess in charge of keeping us all deluded in this world. Мы все живем как бы зачарованные, и в ответе за это очень могущественная богиня, которая единственная ее задача — это всех нас держать вот в этом заблуждении, в этом как бы сонном опьянении. In the original culture of India, the Vedas, there's a person behind everything. И в оригинальной культуре Индии, в ведической культуре, у них за каждым явлением стоит какая-то личность. And the illusion of this world is personified in Maya Devi. И иллюзия этого материального мира, ее персонификация — это Майя Деви. And when the soul becomes embodied in matter, and we're born into this world, we're immediately covered over. То есть, когда душа получает свою физическую оболочку и рождается в этот мир, она как бы тут же окутывается майей. We forget our previous lives, we forget everything, and we're born in this world and we're covered, and we think this body is us. Мы забываем о Боге, забываем о своих предыдущих жизнях, обо всем, что было до, и начинаем считать, что вот это тело — это и есть мы. We're covered over by many layers of acquired prejudice and physical, mental, emotional, psychological encasements. И нас как бы закрывают слои предубеждений физических, ментальных, психических, эмоциональных каких-то условностей. And we're deluded, thinking this is our home, that we should just relax and be comfortable and just experience this whole thing and watch everyone around us die, but thinking we're not going to die.
И мы погружаемся полностью в это заблуждение, начинаем считать, что этот материальный мир и есть наш дом, нам надо просто расслабиться и ничего не делать, наслаждаться, просто наблюдать, как близкие, родные, знакомые вокруг нас люди болеют, умирают, а мы никогда не умрем, с нами все в порядке. But only by taking shelter of Krishna and his devotees can we get relief from this illusion and come to proper senses and acquaint ourselves with reality. Но только ища прибежище, принимая прибежище у преданных, мы можем освободиться от этих иллюзий и познакомиться с истинной реальностью, с Шри Кришной. Srila Sridhar said it's within our best interest to come in touch with reality, make a proper acquaintance with reality and adjust ourselves and live our lives in such a way where he's at the center. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что это в наших же интересах познакомиться с этой реальностью и осознать себя в истинном своем проявлении и подстроить, перестроить свою жизнь так, чтобы Господь был в центре. Then we'll get relief from this illusion and come to understand we're soul, we're eternal, we don't die, and God exists, and we are part of God, and that's where we'll find our fulfillment. И только таким образом, через служение, через общение с преданными, мы можем освободиться от вот этих пут заблуждений и майи и осознать, что мы являемся душой, которая вечна, которая не умирает, осознать, что есть Бог и что у нас могут быть с Ним любовные отношения, и что мы можем и должны стремиться попасть в тот мир, где Он обитает. So not only is it our duty to connect with the organic whole, with God, with the central, make Him the center of our lives, but that's where we'll find our happiness, our all beauty, harmony, sweetness, love, affection, all the things we're actually trying to find here in this world and not finding in this world. Также осознать то, что мы являемся частичкой целого, частичкой Господа, и поэтому самое замечательное в том, что это не только наша прямая обязанность воссоединиться с целым, как часть прийти обратно к целому, воссоединиться с Господом, но также через вот это воссоединение мы найдем всю ту любовь, привязанность, нежность, сладость, счастье, дружбу, которую мы так ищем в этом мире, но, к сожалению, не находим. That, like if your arm is being twisted for a long time, and it hurts very much, and if someone releases your arm, that's the analogy given. Our happiness is like here. That, like some little relief from torture is the type of happiness we're experiencing in this world. И Бхакти Лалита говорит, что, по-моему, это тоже Прахлад Махарадж говорил, может быть, но не точно, что счастье в этом мире — это ощущение, как вот тебе скрутили руку и очень долго держат ее, и тебе очень-очень больно, и уже невыносимо больно, и потом отпускают. И вот это то счастье, которое мы испытываем в этом мире. То есть это больше как облегчение после пытки, нежели истинное какое-то удовольствие. That's compared to real happiness. То есть по сравнению с истинным счастьем в духовном мире, это вот так. Again, this is in the example of the quality of happiness, the different qualities. Это пример разного качества счастья.